Режиссер, видеохудожница, и моя работа в данном случае на тему женщин с хроническими заболеваниями, потому что женщины с хроническими заболеваниями — это достаточно маргинализированная группа, о которой мало говорится, но высказывания они делают достаточно важно, потому что у них их права нарушаются сильнее всего. Я хочу обратить внимание на проблему ролевого конфликта работающей женщины. Существует давление общества, связанное с ожиданием успешной семейной и карьерной реализации женщины. Также существуют ее личные ценности и требования по отношению к себе. На практике мы сталкиваемся с нехваткой физиологических ресурсов для успешной реализации в обеих областях. Долгое время, думая о своем участии в данном проекте, я пришла к очень простому выводу. Каждая из женщин каждый день встречает рекламу идеальных женских образов. В СМИ, в интернете, в общении, на улице, на билбордах, где угодно. Пропаганду средств ухода, декоративной косметики, различной одежды, аксессуаров. Каждая женщина подсознательно считывает ее рекламу и стремится к какому-то незримому идеалу, которого на самом деле нет. И та малость, которую я хотела бы сказать своим высказыванием всем женщинам на свете, заключается в том, что каждая, какой бы она ни была, накрашенная, не накрашенная, в джинсах и в кедах, или на каблуках, и в дизайнерском платье, все не важно. Каждая женщина важна, какой бы она ни была. Цените и любите себя.
В своей работе я отразила лишь малую часть гендерных предрассудков, с которыми приходится сталкиваться женщине в современном обществе. Это и осуждение, и вмешательство в личную жизнь, и нетерпимость к личному выбору, беззастенчивое обсуждение внешности и отказ в равноправии. Все мы хотя бы раз слышали эти гневные высказывания. Я считаю их неприемлемыми и неуважительными. Я взяла тему войны. Война — это самая парадоксальная, но в то же время самая актуальная тема для женщины, потому что через боль женщины рожают. Каждый месяц женщины испытывают физическую боль, связанную с гормональной перестройкой. Женщина более эмоционально воспринимает все невзгоды, в то же время сила ее в слабости. На протяжении многих веков женщина была лишь тенью мужчины, скрытым лицом. За последние 20 лет ситуация стала меняться в лучшую сторону. Черная краска, которую я выбрала для своей работы, вбирает в себя все цвета. Это символ того, что женщине еще столько необходимо сделать и набрать силы. И впереди еще очень много, что нужно поменять. К сожалению, в России женщина все еще остается прежде всего сексуальным объектом, а именно телом. После определенного возраста она становится невостребованной, а именно когда теряет свою физическую привлекательность. Женщина должна играть в иллюзию патриархата.
Женщин до сих пор бьют. Но не стоит забывать, что бьют тех, кто их рожает. И женщина на самом деле не должна ни с кем воевать, потому что сила ее в слабости. Мой фрагмент назывался «Твое тело, твое дело». Ну, конечно же, это отсылает нас к двойным стандартам, которые у нас сейчас существуют, и пока мало что изменилось за последние 100 лет в России в этом направлении. Развитые страны и современные правительства всегда твердят о равенстве между гендерами, создают новые законы, которые защищают права даже маленьких групп людей. Но не все еще есть предубеждения насчет женщин. Они считают, что если незамужняя девушка до 30 получает визу в такие страны, как Канада или США, то в 90% случаев она хочет остаться в новой стране. О том, что девушка может быть против официального брака или быть заядлым туристом, никто не думает. Из-за этого эти страны строят сложно преодолимые препоны, таким образом плюют на своей речи о равенстве. Этот образ, который я создала из коллажа, это яичники. А яичники – это мозг женщины. Это то, через что чувствует женщина, дабы стать матерью, чтобы проявить все свои явные эмоции в материнстве и получить кайф от этого. Мой кусок работы – это перерисованный рисунок Эрика Друкера, художника,
рисунок, который я узнала на фестивале «Фемфронтир» в Нижнем Новгороде несколько лет назад. Женщина, распятая на женских половых органах. В общем, это как бы и отсылка к современным, к делу Юлии Цветковой сейчас. И на самом деле реальное положение женщин, которые привязаны к своей половой системе, даже не столько физически, сколько к общественным мнениям, потому что считается, что женщина — это производная, это функция от ее половых органов, а все остальное — это как бы придаток уже дальше к ней. Моя работа – это надпись кровью и шрифтом Брайля «Женское начало», потому что, мне кажется, Брайль – это потому что не всегда понятно, что женщина-художник в начале себя имеет вот это вот витальные какие-то жидкости, функции, очень сильное витальное начало, да, жизненное, и работает оттуда, а мир не всегда готов принимать современный мир, современный светский мир, да, не всегда готов, по крайней мере, наш. Я недавно видела, как женщина рисовала менструальной кровью на площади, на какой-то биеннале. И я представила, что как бы вот тут в Москве так сделать. Тут даже упоминание о крови, соответственно, оно воспринимается как-то так, типа как женское. Это женское искусство, это женская режиссура, это что-то женское, и поэтому невозможно это не делать, потому что если я художник, то иногда я должна быть художником женщины и говорить в своем искусстве из женского начала, которое имеет кровь. Моя работа, она об антропомерности Вселенной. За основу я взяла известную работу Леонардо «Витрувианский человек», то есть соразмерность человека всему мирозданию. Но, как известно, у Леонардо изображен мужчина. Но я решила, что надо этот сексистский пережиток переосмыслить иначе. И у меня Витрувианский человек – женщина, как символ антропомерности Вселенной, как символ мироздания, то есть женской части мироздания.